Николай Константинович Рерих поднял знамя, на белом полотнище которого олела окружность, объединившая в своем центре три круга – прошлое, настоящее и будущее. Единство времени, единство пространства, единство действия. Точный и выразительный символ, названный знаменем мира. Символ не был придуман художником и был древен, как сама Земля. Не всегда объяснимый и загадочный, он возникал в самых неожиданных и удаленных друг от друга местах. На древних камнях Монголии и на тамгах Тамерлана, на плате Сергия Радонежского и витражах готических соборов, на фронтонах буддийских монастырей и на мечах тамплиеров, на щитах каменных стел Европы и на менгирах Алтая и Гималаев. Знак этот, пришедший из далекого прошлого, трактовался, видимо, по-разному в разные эпохи. Он обладал удивительным качеством обновления, в нем была заложена какая-то истина, которая позволяла каждой эпохе видеть в нем свое и принимать его. Николай Константинович Рерих написал несколько картин, в которых мы встречаем этот знак. Святой Сергий, Знамя мира, Мадонна Орифлама, Меч мира, Святая Защитница. Три круга горели на короне Мадонны с младенцем, в центральной части триптиха Жанна д'Арк. В апреле 1954 года под эгидой Организации Объединенных Наций в Гааге собралась международная конференция. Через месяц конференция приняла Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. В дальнейшем Конвенцию подписали представители 56 государств, в том числе и Советский Союз. Рерих всю жизнь был самоотверженным защитником культуры. Он – инициатор договора об охране художественных, научных учреждений и исторических памятников, названного в честь его Пактом Рериха. Этот документ был подписан 15 апреля 1935 года в Вашингтоне президентом США Рузвельтом и 20 представителями стран Латинской Америки. Впоследствии идеи Пакта Рериха легли в основу Гаагской конвенции, которая в 1954 году была ратифицирована большинством стран мира. Пакт Рериха стал основой современной международной правовой системы защиты ценностей культуры. Рерих предложил Знамя мира со знаком Триединства как универсальный символ защиты культурных достояний всего человечества. Николай Константинович сказал: «Одни говорят, что это прошлое, настоящее и будущее, объединенные кольцом вечности. Для других ближе пояснение, что это религия, знание и искусство в кольце культуры. Но наиболее близка идее пакта следующая трактовка знака: религия, наука и искусство, объединенные культурой». Встречается этот знак в Индии, в Египте, в Монголии, на иконах Древней Руси, в живописи, архитектуре. Знак Триединства не принадлежит какой-либо одной стране или культуре, поэтому Николай Константинович и предложил его как символ, единый для всего мира. Этот знак Знамени мира прошел через века и через культуры разных народов. Знамя мира на космических кораблях сотни раз облетало вокруг Земли, десятки раз разворачивалось над горными вершинами и поднято над многими культурными учреждениями. Этот символ предлагает единение не только земного человечества, но и всего космоса, частью которого является наша Земля и каждый человек.